Мои дорогие подписчики и зрители канала Наргизкина кухня, всем большой летний привет из Грузии. Сегодня мы гуляем по Батуми. Сейчас я вам показываю известную башню на площади Пьяцца. Снимала немного, просто чтобы вы погуляли со мной по Батуми. Погода сегодня совсем не пляжная, поэтому мы и выбрались погулять по Батуми. Но тут попали и на Батумский пляж. Море сегодня вот такое темное, народу почти нет. Пляж здесь тоже галечный, поэтому тоже надо в специальной обуви ходить по берегу и заходить в воду. Если, конечно, вы не любитель ходить по камням. Я, например, такой берег не очень люблю. Мы специально в такие пасмурные дни куда-то выбираемся с пляжа своего, с отеля и идем на экскурсию или еще куда-либо. Вот сегодня и выбрались в Батуми. Посмотрели на местный пляж и идем гулять по набережной. Впереди вижу ресторан, сделан в форме корабля, где можно поесть. Но мы сейчас идем пока гулять, кушать будем потом. Народу вдоль по набережной пока тоже немного, наверное, к вечеру будет побольше. Очень комфортно гулять, дышать морским воздухом и смотреть по сторонам. На набережной есть вот такое выражение с сердечком. Я думаю, тут написано «Я люблю Батуми». Но это не точно. Не понимаю грузинского языка и тем более букв алфавита грузинского, но так подозреваю. Ангел и демон. Идешь по набережной, наслаждаешься видами, тут слышишь грузинскую музыку и тут же понимаешь, где ты находишься, даже если раньше ты на какое-то мгновение забыл об этом. Чем проходим дальше вперед, тем оживленнее становится набережная. И, как выяснилось, чем дальше идешь вдоль по набережной, приходишь вот к этому пятачку, и тут начинается самая оживленная жизнь на всем протяжении вот всей этой набережной. Тут находится и знаменитая скульптура Али и Нино. Сейчас день, они не идут пока друг к другу, не движутся, но мы, наверное, не будем ждать, когда начнется это шоу. И со стороны смотрю, не такие уж они и большие. Когда где-то их показывают, вот даже смотрите, сейчас я снимаю, как будто бы они огромные, а на самом деле они высотой где-то около 8 метров. Как всегда в таких местах продают много всякой всячины. Мимо запеченных каштанов мы пройти не смогли. Это вкус нашего детства. Итак, мы прогулялись по набережной, поели вкусных каштанов, подышали морским воздухом и отправляемся дальше. Поедем на машине по Батуми, посмотрим, как он выглядит. И вам, конечно же, тоже покажу. И тут нашему взгляду открывается очень красивый, молодой, современный город. Такой модерновый, шикарный, с огромными зданиями, высотными домами. Красивый, один дом краше другого. Соответственно, в этих домах может разместиться очень много народа. Но при этом дорог очень мало, они узкие. На такое количество таких огромных домов дорог явно не хватает. И, на мой взгляд, проще гулять по городу пешком, чем стоять часами в пробке и рассматривать все эти красивейшие здания. Когда я рассматривала Батуми как место для отдыха, я думала, что мы поселимся где-нибудь в центре Батуми, в апартаментах. Это было очень удобно на первый взгляд. Но потом, когда я посмотрела, почитала отзывы, поняла, что очень сложно найти парковку. И можно часами кружиться и не найти, куда поставить машину. Кстати, вот в этом доме как раз-таки я смотрела апартаменты. Их там очень много сдается. И вообще, как я поняла, вот эти большие застройки в основном идут для туристов. Город застраивается под туристический бизнес, потому что тут и море рядом, тут и все под рукой. Но еще раз оговорюсь, что с парковкой большая проблема. И люди, которые заселены в этих отелях, в этих апартаментах, идут толпами через дорогу. И вот я смотрю, машины не всегда останавливаются, не всегда пропускают. То есть люди кооперируются, как-то толпой собираются и вместе начинают переходить дорогу.
Хотя, как нам сказали, там очень большие штрафы, если водитель не уступит дорогу пешеходу. И, как вы заметили, очень много еще стоит спецтехники, рабочих машин, все еще застраивается. И что я хотела всем этим сказать? Нам не подошли апартаменты в Батуми, так как мы путешествуем на машине. Заправка «Лукойл» оказалась на улице Баку. А где же еще она могла расположиться? Как вы думаете, это совпадение? Несмотря на пробки, мы немного прокатились по городу Батуми. Нам он очень понравился. Все здания очень своеобразные, красивые. Не только небоскребы находятся в этом городе. Очень много красивых зданий. И очень много улиц выложено какой-то каменной брусчаткой, наверное. Мне напомнило, как у нас Красная площадь наша выложена. Также и тут дороги автомобильные покрыты вот такой брусчаткой. Там, где нет большой застройки, нет большого количества небоскребов, новых зданий, очень зелено, много разнообразных деревьев, растут пальмы, все чистенько, аккуратненько, очень своеобразный, красивый город. Тут мы проезжаем Батумский Колизей, это отель и казино, по-моему, в нем находится. Вообще, перемещаясь по городу, мы заметили, что в Батуми есть очень много казино. Мы уже движемся обратно. Сейчас где-нибудь перекусим и поедем в наш Чакви. Проезжали мимо, увидели такой крутой Макдональдс, стало очень интересно. Просто пойти посмотреть, что находится в таком Макдональдсе. Тем более, что у нас их уже нет, или еще нет, или пока нет. Пойдемте посмотрим, снимем крутой Макдональдс. Необычное здание для Макдональдса. Заказывают прямо на входе. Пойдем пройдемся, Арин. Посмотрим, что тут как. Тут поднимаешься на второй этаж. Представляете, какой Макдональдс? Прям элитный ресторан. О, а тут прям ботанический сад. Смотрите, какой бывает Макдональдс. Как у нас в Зарядье разные цветы. Круто. Вот это Макдональдс. Сейчас я быстренько, заметьте, сколько людей. Все занято. Угу. Проходи. Вниз. Аришке стало интересно, какой Макдональдс может быть в таком здании. Вот такой вот. Пробежалась, вам показала. Смотрите, заказать толпы стоят народу. В Макдональдсе мы заказали милкшейк и поехали дальше есть хинкали. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А я желаю вам всего самого наилучшего. Будьте добрее и обязательно будьте счастливы. Пока-пока.